Дорогие мои друзья, я вас приветствую, вы на канале Твой Мир, с вами Наталья. Дорогие мои, я вас хочу поблагодарить за все ваши комментарии, за лайки, за подписки, за просмотры и желаю вам в 1000 раз больше добра, света, любви и изобилия. Дорогие мои, давайте сегодня посмотрим таро-прогноз на предстоящую неделю для знака зодиака Рак. То у нас будет с 30 января по 5 февраля. Раки, дорогие, настройтесь, а мы начинаем. Посмотрим, какие общие энергии недели вам обещают. Общие энергии недели, раки. У вас будет какая-то остановка, раки, на этой неделе. Такое ощущение, как будто ваша стабильность, которая была, и ваша какая-то победа, и все по справедливости, понимаете? Такая неделя для вас, когда вас опять возвращает в остановку, в стагнацию, для того, чтобы вы какой-то момент времени побыли в этом состоянии и вообще для себя определились и поняли, что вам нужно. Давайте посмотрим, что вам готовит понедельник. Понедельник вам готовит много работы. Много работы. Будете очень сильно заняты в понедельник, причем здесь выпадает какая-то возможность, которую вы можете... Вы знаете, у вас будет возможность то ли обучиться у кого-то какому-то мастерству, то ли, может быть, кто-то услышит о каком-то мастер-классе. Но здесь, смотрите, понедельник, имейте в виду, раки, что любая информация, которая к вам будет приходить, да, то есть, ну, не упустите вот этой возможности для того, чтобы поучиться, чтобы как-то посмотреть под другим градусом, под другим углом на какие-то свои прежние моменты, потому что здесь у вас в понедельник выпадает туз пентаклей в комментариях, который говорит о том, что будет велика вероятность возможности какого-то нового обучения, либо пройти, либо просто обучиться, либо кого-то послушать для того, чтобы реализовать вообще свои планы в дальнейшем по поводу работы. Вторник что вам обещает? Вторник вам обещает чувственную сферу. То есть здесь во вторник у вас будет эмоциональное состояние. А знаете, вы будете понимать, что вы вообще под защитой высших сил. Вы будете ощущать невероятные энергии любви, невероятные энергии наслаждения. То есть здесь, если девочки смотрят, многие могут ощутить себя прям вот женщиной во вторник, понимаете? А здесь такой момент, как будто вы на себя даже посмотрите как-то совершенно по-другому. А для мужчин здесь вы просто окунетесь даже в какие-то свои планы на будущее, да, но именно планы, я говорю о мыслях сейчас. И здесь вас это приведет в такое состояние эйфории, в такое состояние, когда вы просто поймете, чего вам не хватало, что вы хотели, куда вы вообще шли, какие знания вам нужны. То есть здесь для вас какой-то такой откроется поток информации, когда вы будете наполнены эмоционально от того, что вы поймете какие-то свои истины. Среду что вам обещает? Среду вам обещает некий момент опечаливания, какое-то, возможно, вы знаете, вы будете опечалены потому, что не будет движения. То есть вот здесь мы видим даже, да, что остановка у вас на этой неделе, ключевая карта выпала. И это говорит о том, что вы захотите двигаться быстрее, но на данный момент у вас по справедливости это остановка. Раки, дорогие, не эмоционируйте в эту сторону очень сильно, не вгоняйте себя в депрессию. Здесь вам, знаете, такой, как подсказка идет, что вам нужно обратить внимание на свой опыт. Возможно, у вас недостаточно какого-то знания в каком-то новом начинании. И здесь вам эта остановка дана для того, чтобы вы использовали эту возможность по максимуму. Мы здесь видели в понедельник, что вы получите какую-то, но это я говорю информация, это может быть возможность и встречи. И, ну, возможность каждый поймет для себя, о чем это. И здесь, смотря по картам даже до среды, уже просто видно, что у вас будет возможность, да, подкопить какой-то опыт в том деле, в котором вы двигаетесь вперед. Но на этой неделе пока с мертвой точки, скажем так, пока еще ничего не сдвинется. Давайте посмотрим для вас четверг. А четверг вы будете в поиске внутренней гармонии. Здесь такой момент, что, знаете, вы будете понимать
и осознавать, чего же вам не хватает. А не хватает вам вот этих планов на будущее, да, координации этих планов и детальной проработки этих планов. Еще здесь вам рекомендуется какое-то увеселительное мероприятие, раки, предпринять, то есть сходить куда-то, развеяться, выйти как-то за горизонты вашей обыденности, для того, чтобы вы не чувствовали себя настолько, скажем так, в плохом каком-то упадническом состоянии. Давайте посмотрим, что вам обещает пятница. А пятница вам несет рыцарь пентаклей. Что здесь в этой карте? В этой карте вы с кем-то решите вопрос какой-то, знаете, вы, возможно, от рыцаря пентаклей, да, рыцарь пентаклей — это человек средних лет. Это так вот, чтобы характеристику вы понимали. Человек, который по сути карьерист, который двигается к своей цели любыми способами, любыми, скажем так, действиями, да, то есть он понимает четко, чего он хочет, он понимает четко, куда он идет, и в пятницу он вам может дать очень дельный совет, либо предложить какую-то информацию, или дать вам какое-то знание, какой-то навык для вашего дальнейшего движения вперед. Поэтому, раки, в пятницу у вас вот такой сюрприз, а может быть и долгожданная какая-то информация именно от рыцаря пентаклей. Давайте посмотрим, что у вас в субботу. В субботу у вас выпадает паж пентаклей. Это о чем? Это говорит о том, что ваша стабильность и ваша семья вас порадует. В субботу вы будете в прекрасном гармоничном состоянии. Вы будете, знаете, как у вас на первый план выйдет семья в субботу. Здесь вы будете ощущать гармонию, но и есть вероятность поговорить о каком-то выборе, что-то, знаете, как будто поднимется какой-то вопрос из прошлого, из вашего прошлого поднимется какой-то вопрос, и решение которого долго ждется, и вы не можете не сделать этот выбор или не принять это решение. Вот такая информация для вас на субботу. Давайте посмотрим воскресенье. Что вам готовит воскресенье? А воскресенье вам готовит, хочется сказать, закрытую вечеринку. Но здесь не о вечеринке, хотя и о вечеринке, может быть, тоже идет речь. Суббота, воскресенье, прошу прощения. Воскресенье для вас проходит под, знаете, таким узким кругом, да, узкий круг людей. Это может быть ваши родственники, это могут быть ваши товарищи по работе, это может быть какой-то закрытый чат, закрытый клуб, где вы участник этого чата. То есть это какое-то такое место, в котором вы, понимаете, имеете какой-то определенный статус. Здесь для вас есть и поддержка, здесь для вас есть помощь, здесь для вас есть советы, здесь для вас есть материальные блага. И вот в воскресенье вы все-таки вот окажетесь в такой ситуации, но здесь, понимаете, как будто вы не сильно-то и хотели бы оказаться в этой ситуации, потому что в комментариях выпадает 8 мечей, а эта карта говорит о том, что я вообще не понимаю, зачем мне это надо. Но здесь такой момент, как будто для вас, знаете, как искушение какое-то пройдет, возможно, кто-то предложит, да, сделать вам такое предложение, а вы согласитесь. Вот такой вот. Или это может быть еще связано с зарабатыванием денег. Но здесь помните, что вы должны поступить честно и по справедливости. Вы не знаете какую-то секретную информацию, которая просто изменит вашу жизнь. Вот в воскресенье, смотрите, раки, у кого выпадет возможность, да, вот от того, о чем я сейчас сказала, имейте в виду, что для вас это полезно, хотя на первый момент вы вроде бы как и не захотите принимать в этом участие, но это может кардинально поменять вашу жизнь. Давайте посмотрим карту совета для вас на неделю. А совет у вас выпадает король пентаклей. Эта карта говорит о том, что вам нужно стать организованным. То есть состояние зависшей ситуации, состояние остановки, стагнации на данную неделю вам дано не просто так. Вы должны эту неделю прожить очень продуктивно, именно в плане внутренней своей проработки. Вы должны понять, как вы должны наладить механизмы, как должна работать ваша
система, что еще вам не хватает для того, чтобы было все ок. И вот здесь вам на совет выпадает король Пентаклей, который говорит о том, что в эту неделю должны вот максимально для себя продуктивно провести и продумать все вот эти возможные варианты. Давайте посмотрим для вас отношения, раки, на предстоящую неделю. Что у вас будет происходить в отношениях? В отношениях на этой неделе выпадает решение вопроса с королевой жезлов. Кто такая королева жезлов? Да, вам придется приложить немало усилий для того, чтобы этот вопрос решить. Какая-то женщина, для вас это может быть жена, мать или просто значимый человек в вашей жизни. И на этой неделе, дорогие раки, у вас будет решение вопроса, к которому вам нужно приложить максимум усилий. И вопрос этот будет касаться вашего дальнейшего будущего, вашего направления, движения, куда вы двигаетесь дальше. Это еще для многих это может проиграться карта разговора о партнерстве, о союзничестве, да, возможно, о браке для кого-то. Но здесь почему-то у вас идут такие карты, как будто вы, оглядываясь в прошлое, и вы печальны, вы расстроены по этому моменту, что у вас в прошлом там было что-то не в порядке. И здесь вы как-то не решаетесь идти в новое начало. Хотя здесь уже все карты говорят о том, что вы должны стать вот этим императором, взять ответственность и решить какой-то вот такой вопрос для себя. Давайте посмотрим для вас работу на предстоящую неделю, дорогие раки. Посмотрим, что вас ждет в работе. Работа. Король кубков. Смотрите, раки, в работе у вас выпадает король кубков. Кто для вас этот человек? Это человек, с которым не закрыт какой-то вопрос. Это человек, который, знаете, либо вы можете являться вот таким королем кубков, который находится в состоянии непонимания и незнания, куда двигаться дальше. И вот этот момент у вас в работе или у вас есть такой человек, вот, который оказался в состоянии некого тупика и не понимает вообще, как быть, что делать. И вы здесь должны помочь этому человеку. И, ну, знаете как, здесь и помощь, она будет происходить через некий даже конфликт, через некий спор. В этом вопросе вы будете решать вот такую ситуацию. Здесь, раки, будьте внимательны и осторожны. Именно в выражениях, в словах, когда вы будете выяснять вот эти отношения или решать этот вопрос, потому что комментарием выходит карта сила, которая говорит о том, что это вызовет, ну, это такой напряженный разговор будет для вас обоих, понимаете, и вы как будто не будете понимать, за что вам все это, для чего вам все это, понимаете, вы вот в таком неком тупиковом состоянии будете, и это будет продолжаться еще какой-то определенный период времени, потому что карта звезда говорит о том, что это еще не конец, то есть этот вопрос на этой неделе откроется, но, видимо, еще не закроется. Вот такая для вас работа. Давайте посмотрим, что вас порадует. Что же вас порадует, дорогие раки, на предстоящей неделе? А вас порадует колесо фортуны. Вас порадует колесо фортуны. Еще что? Угу. Вас порадует какой-то момент, дорогие раки, как вы решите, что это по воле судьбы, решится какая-то напряженная ситуация с королевой Пентаклей, и решится она по справедливости, и вас это порадует безусловно. Вы ощутите колоссальную легкость, колоссальную свободу, и знаете, даже какой-то такой момент, я бы сказала, такое самоудовлетворение, что как будто вы где-то применили некую хитрость или манипуляцию, скажем так, да, и вот вы в этом моменте одержали победу, и для себя вы это оцените как невероятный шанс для того, чтобы двигаться дальше. Давайте посмотрим, дорогие мои, что же вас ждет по финансам на предстоящей неделе. Так, раки, финансы, предстоящая неделя.
А по финансам у вас как-то выходит карта Дурак, планы, Рыцарь жезлов и Король жезлов. А здесь такой момент, как будто, ну, поступление, во всяком случае, у вас как бы и не ожидается. Будет разговор только о том, чтобы вам заплатили деньги. И такой период, момент, как будто вам должны два источника эти деньги отдать. Но только и с тем, и с другим источником у вас идут какие-то разговоры. То есть один человек такой, который более конкретный, более, скажем так, стабильнее, что ли, да, в своих обещаниях, а второй такой, который только обещает, что вот-вот победа на носу, да, то вот-вот я тебе деньги верну или отдам, или заплачу. Но здесь такой момент, как будто вы не знаете, что у него все печально. Это я сейчас говорю о рыцаре жезлов. Раки, для себя просто сделайте вывод, да, тот, который более стабильный, который, может быть, более правдивый человек, который вам должен денег, он, сейчас мы его разберем, а тот, который вот только воду льет, у него какие-то проблемы есть здесь. Здесь как бы пока вы еще не ждите от него каких-то финансов. Король жезлов все-таки... Ну, вы знаете, здесь вам денежка вернется только через спор. Через спор вам здесь надо как-то, знаете, как будто что-то резко либо сказать, либо выяснить, либо вот такой какой-то момент. Но это даже не на этой неделе. На этой неделе вы будете только в моменте вот этой легкости, некого даже одурачивания и понимания, что вас... Хочется сказать, водят за нос, обещают, но ничего не дают. Что вас неприятно удивит? Вас неприятно удивит какая-то конфликтная ситуация. Конфликтная ситуация по поводу чего? А вы знаете, вас неприятно удивит, что вот ваша хитрость, да, которую я говорила, в радость к вам выходит вот это решение напряжения с королевой Пентаклей, а не удивит вас то, что... вашу хитрость или вот эту вашу манипуляцию ее раскроют, понимаете? И вас это, конечно, неприятно удивит. Вы как будто бы хотели, чтобы это было тайной и осталось где-то в прошлом, но здесь как раз-таки это все вскроется, и вас это подвергнет на какой-то момент в некое состояние отстранения, закрытия и какой-то депрессухи. Давайте посмотрим, на что вам обратить внимание нужно. Раки, на что обратить внимание на предстоящей неделе? Обратить внимание на то, что вы имеете, на вашу стабильность. Обратить внимание на уроки прошлого. И обратить внимание на то, что вы стоите на пороге глубочайших трансформаций. Резкого, знаете, даже какой-то переворота вашей жизни. То есть вам на это нужно обратить внимание. Вы должны понимать, что... то, что у вас есть на сегодня, да, и ваш прошлый опыт, который повлиял на ту стабильность, которая есть сегодня, вас это все ведет в глубочайшей трансформации. В комментариях карта говорит о том, что вы скоро одержите победу. Вы станете человеком, за которым будут идти люди, у вас начнется движение. Вы просто еще не знаете какую-то тайну, вы просто не знаете какую-то информацию, но это справедливое решение. Высшие силы говорят, что ты пока еще не готов, тебе еще нужно набрать энергию, но свой путь ты выбираешь верно. Вот такой вот расклад для вас получился, раки. Я вас благодарю за внимание. Я вам желаю всего светлого, всего доброго, позитивного, любви, изобилия, радости, счастья в каждом дне. Берегите себя, берегите своих близких. До новых видео. Ваша Наталья.